Всем привет, с вами Павел, и сегодня мы разберем, что такое кредитное плечо в трейдинге. Даже опытные трейдеры не до конца это понимают. Разберемся, почему, собственно говоря, кредитное плечо так распространено на Форекс и какой размер кредитного плеча можно назвать оптимальным. Зачем вообще нужно кредитное плечо? Дело в том, что волатильность рынка Форекс, валют, то есть то, насколько сильно они движутся за день вверх или вниз, не такая сильная, как у фондового рынка. И если условная акция может вырасти за день или упасть на 10, 20, 30%, то у валютных пар движения сами по себе небольшие. Вот видите, в основном около 1% за день в среднем двигаются сейчас валютные пары. И если вы посмотрите на фактические значения изменения цен, допустим, вот пара доллар-франк. И что у нас получается? 1 франк стоит 97 центов, грубо говоря. И насколько фактически изменяется за день это соотношение вот всего-навсего на какую-то долю цента по факту. Вот даже достаточно большой такой активный день, который бывают нечасто. Что мы видим? Была цена 0,9940, то есть 99,5, грубо говоря, центов. И стало 96,65. 3 цента изменения цены. Фактически это незаметное изменение соотношения курсов валют именно на практике. Но для того, чтобы извлечь из него прибыль, и было придумано кредитное плечо. Возьмем эти самые 3 цента. Допустим, вы купили какую-то валюту, неважно какую, она выросла на 3 цента, и если это было 100 единиц валюты, то сколько вы заработали? 3 доллара. Копейки, согласитесь. Но что, если вы произвели ту же самую сделку, но не со 100 единицами валюты, а с, скажем, 100 тысяч единиц валюты? Во что превращаются тогда эти 3 цента? Тогда 3 цента дают уже нам не 3 доллара прибыль, а 3000. Чтобы зарабатывать на вот таких вот маленьких, малюсеньких движениях какие-то более-менее ощутимые суммы, и было придумано кредитное плечо. Давайте более наглядный пример. Вот мы покупаем 1000 евро, лот 001, это 1000 единиц валюты по факту, и покупаем 100 тысяч единиц той же валютной пары, той же валюты, лот 1.0. И, в принципе, если бы без использования кредитного плеча мы могли купить только, допустим, 1000 евро, то у нас вот эти самые малейшие колебания, вы видите, вызывают какие изменения, крайне и крайне малозаметные. Но та же самая покупка той же самой валютной пары, но размером в 100 тысяч, то возможно только с применением кредитного плеча, дает намного заметные изменения. Вот видите, как быстро скачут цифры. Только что было 27, уже минус 42, да, вот когда, если против нас цена идет. То есть кредитное плечо нужно для того, чтобы на небольших, малозаметных движениях зарабатывать какие-то заметные суммы. Это что же получается? Брокер дает вам кредит? Нет, это не кредит, а кредитное плечо. Кредит – это деньги, которые вы можете условно взять, снять со счета и потратить на казино и шлюх. Кредитное плечо – это возможность торговать позициями большего размера, чем сумма у вас на счету. Давайте все-таки еще один пример, такой более жизненный. Представьте, вы купили 100 долларов по 80 рублей. У вас было 8000 рублей. Доллар вырос до 100 рублей. Если вы сейчас продадите доллары, то вы в плюсе на 2000 рублей. А если после того, как вы купили, доллар упал, скажем, до 60 рублей, то вы в минусе на 2000 рублей. Все равно ваши вот эти самые прибыли и потери ограничены тем, что у вас вся сумма сделки была, по сути, 100 баксов. А теперь представьте, что у вас есть знакомый, который дает вам в долг 72 тысячи рублей, а у вас есть 8 тысяч. Но, зная ваш скверный характер, он не просто дает вам деньги, потому что вы можете их куда-то спустить не туда, а идет с вами в обменник, и там вы вместе покупаете 1000 долларов.
по 80 рублей. У вас было 8 тысяч, знакомый вам дал 72 тысячи рублей, и вы таким образом смогли открыть позицию по покупке доллара по отношению к рублю в 10 раз большего размера, чем если бы вы использовали только ваши деньги. То есть, по сути, знакомый вам предоставил кредитное плечо 1 к 10, где ваши 8 тысяч рублей – это ваш залог для открытия данной позиции, так как просто так, бесплатно, деньги вам, извините, никакой знакомый не хочет давать. И при этом друг поставил условие, что его деньги неприкосновенны, каким бы ни стал курс. Теперь, когда вы решите продать доллары, вам нужно будет кровь из носу отдать этому знакомому 72 тысячи рублей. Таковы условия договора. Ему все равно, сколько вы заработаете или потеряете. Ему нужно вернуть свои 72 тысячи рублей. Итак, курс вырос до 100 рублей, и вы опять вместе с этим знакомым под ручку идете в обменник, чтобы вы не сбежали с его деньгами. Меняете доллары по 100 рублей, отдаете другу его 72 тысячи рублей, как договаривались, и у вас остается 28 тысяч рублей. 8 тысяч рублей у вас было изначально, и еще 20 тысяч рублей вы заработали, используя кредитное плечо 1 к 10. А если бы кредитного плеча не было, то вы бы заработали только 2000 рублей. То есть кредитное плечо 1 к 10 позволило вам заработать в 10 раз больше на одной и той же сделке, имея ваших денег одно и то же количество – 8 тысяч рублей. Если же курс падает, то все происходит точно так же, но со знаком минус. Вы закупились с другом по 80 рублей за доллар. 8 тысяч рублей ваши, 72 тысячи рублей друга. Курс падает до 78 рублей. Это убытки друга? Нет, это ваши убытки. Если вы сейчас поменяете доллары на рубли по курсу 78, то вы все равно должны отдать другу 72 тысячи рублей, как договаривались. А у вас останется 6 тысяч рублей. И вы потеряли 2 тысячи рублей там, где без использования кредитного плеча 1 к 10 потеряли бы только 200 рублей. Это тоже сила кредитного плеча. Может ли курс резко упасть сильно? Ну, конечно же, может. Знакомый хочет терять при этом деньги? Конечно же, нет. Это не его проблема, это ваша проблема. Поэтому он устанавливает правила. В случае, если курс падает, и от ваших денег, от той суммы, которая у вас была, 8 тысяч рублей, в пересчете на текущий курс остается 25%, то все, вы мгновенно бежите в обменник, все меняете, он забирает свои деньги. Ну, а вы остаетесь с 20%, с 25% от залога. Это называется стоп-аут. В нашем примере это произойдет примерно при курсе 74 рубля за доллар. При обмене вы отдадите знакомому 72 тысячи рублей, у вас останется 2000 рублей или 25% от вашего изначального залога. От 8 тысяч рублей. Точно так же делает и брокер. В случае, если рынок идет против ваших позиций и от вашего залога в пересчете по текущему курсу остается всего 20, 25, 10% у разных брокеров, на разных счетах условия разные, то все позиции автоматически закроются. В минус вы не уйдете, никто вам никакие долги не нарисует. Как это выглядит на практике? Кредитное плечо бывает разным. Вот у данного счета плечо 1 к 1000, а у другого счета, как пример, плечо 1 к 500. Значит ли это, что на счете с плечом 1 к 1000 торговать опаснее, рискованнее, чем на счете с плечом 1 к 500? Конечно же, нет. У нас и там, грубо говоря, 5000 долларов. То есть, если мы откроем позицию с лотом 0,05, что на одном счете, что на другом, то мы фактически сейчас кредитное плечо не используем. У нас на счету 5000 долларов, и мы открыли позицию на 5000 долларов. В чем проблема? Кредитное плечо 1 к 1.
То есть кредитное плечо, сам факт его наличия совершенно не значит, что вы его используете. Это возможность его использовать, но заставлять вас никто не будет. Если вы открываете небольшой лот, фактически без плеча, допустим, $1000, и одна позиция лотом 1/100, это плечо 1 к 1, плечо не используется по факту. Никто эту позицию в 100 раз не увеличит. Вы торгуете своей 1/100 лота, и при этом у вас на счету плечо хоть 1 к 10, хоть 1 к 1000, вообще совершенно не имеет значения. Это все равно, что у вас есть кредитная карта с лимитом в 1 000 000 рублей, а вы используете лимит, только тратите в кредит не более 10 тысяч в месяц. Вас что, банк за это осудит как-то или за вас потратит вот ваши кредитные деньги? Нет, конечно. Хотите, тратите весь кредитный лимит, весь этот 1 000 000 рублей, и потом его гасите. Хотите, тратите 10 тысяч рублей с кредитным лимитом в 1 000 000, а вот вам вот только 10 тысяч в кредит нужно, не больше. Это ваше дело абсолютно. Точно так же и с кредитным плечом. Это право, а не обязанность. Кредитное плечо определяет, какого размера залог будет зарезервировано для данной позиции из вашего депозита. И, соответственно, чем больше плечо, тем меньшего размера залог требуется. В нашем примере мы открыли позицию лотом 0,05 на обоих счетах. Казалось бы, позиция одинаковая, но на счету с кредитным плечом 1 к 500 у нас взяли в качестве залога, зарезервировали $12, грубо говоря, а на счету с плечом 1 к 1000 у нас зарезервировали, грубо говоря, в 2 раза меньше, 5,98. Кредитное плечо в данном случае показывает отношение объема сделки к сумме залога. У нас объем сделки 5000 единиц валюты, 0,05 лот, плечо 1 к 1000, соответственно, 5000 единиц делим на 1000, и получается та самая сумма 5 единиц валюты у нас в качестве маржи используется. На счету с кредитным плечом 1 к 500 у нас, соответственно, в 2 раза больше, 12. Также значение плавающего залога, как правило, прописано где-то на сайте брокера, в торговых условиях, в маржинальных требованиях, либо в спецификации контрактов, кто как везде пишет. И вот оно указано, допустим, 0,1 при плече 1 к 1000, но вам позволят использовать плечо 1 к 1000 до размера позиции в 700 тысяч совокупной позиции, то есть сумму всех позиций, то есть до 7 лотов. А выше 7 лотов плечо уменьшится до 1 к 500. Давайте попробуем купить 8 лотов. И что мы видим? У нас маржа задействованная 1211. 700 тысяч делим на 1211 и получаем 660. Ну вот где-то у нас плечо приблизилось к 1 к 500. Все как, собственно и говоря, и описано было. В целом формула такая. Допустим, мы хотим открыть сделку по паре пункт-доллар по цене 1,1940 простоты расчетов. И хотим купить мы не так много, 0,1 лота. Один лот у нас 100 тысяч единиц валюты, соответственно, это 10 тысяч единиц валюты. 10 тысяч единиц валюты по котировке 1,1940 это 11 940. И в качестве залога у нас будет зарезервирована 0,1% от этой суммы. То есть $11.94. Давайте проверим. Цена, в принципе, почти такая же, по которой мы считали. Покупаем 0,1 лота и смотрим залог. 11,94. Все верно, как мы и считали. Теперь давайте перейдем к таким понятиям, как margin call и stop-out. Stop-out мы уже затрагивали в примере с вашим знакомым, который с вами под ручку убежит в обменник и обратно. Что такое margin call? Вы наверняка слышали это выражение где-то в трейдерских форумах, чатах. Есть даже фильм с таким названием margin call, то можно вольно перевести как звонок по поводу маржинального обеспечения. Это действительно раньше был звонок
от брокера, который сообщал вам, что средств на счету недостаточно для поддержания открытых позиций с использованием кредитного плеча. В наши дни в электронных торговых системах вам никто звонить не будет, а позицию просто закроют тогда, когда она достигнет уровня стоп-аут. Она автоматически закроется. Тем не менее, у некоторых брокеров вы можете встретить такое уведомление. Margin call не в виде звонка, а вот такое красным цветом уведомление, когда уровень обеспечения опускается ниже 100%. Будет окрашиваться вот таким красным. Но такого может и не быть, а просто позиции автоматом закроются, когда уровень средств достигнет 20% или 10% у разных брокеров по-разному. Уровень стоп-аут, как правило, тоже прописывается в описании счета. Ну, как правило, это 20-10%. Так, margin call — это предупреждение о том, что средства на счету меньше, чем хотелось бы для поддержания открытой позиции с кредитным плечом, а стоп-аут — это непосредственно автоматическое закрытие позиций, потому что денег на счету для их поддержания недостаточно, просто чтобы вы не ушли в минус. Какое кредитное плечо применять? Как вы уже догадались, непосредственно сам счет у вас может быть с любым кредитным плечом. Вас никто не заставляет открывать огромного размера позиции. Поэтому при открытии счета, если у вас там плечо 1 к 1000, вас это вообще никак не должно волновать. Это не значит, что вы рискуете больше, чем если бы вы открыли счет с плечом 1 к 100. А задействованное кредитное плечо фактическое зависит от размера позиций и их количества. Частенько можно услышать, прочитать где-то мнение, что ой, ну Форекс это только если торговать без плеча, а иначе слишком опасно. Я с ним не согласен. Почему? Потому что волатильность рынка Форекс в целом низкая, и без плеча у вас, в принципе, будут деньги лежать мертвым грузом. Вот она, торговля без плеча. У нас, хотя счет с кредитным плечом 1 к 500, но баланс 5000, мы открыли позицию 0.05, то есть фактически мы сейчас торгуем без плеча, не задействуем его никоим образом. Если мы откроем еще одну такую позицию по другой валютной паре, то уже кредитное плечо задействуется, но пока она одна, или если бы мы открыли, допустим, две позиции по любой из валютных пар или по разным, не суть, 0.02 и 0.03, то есть в сумме у нас было бы все равно 5000 единиц валюты позиция, то у нас бы все равно не было задействовано плечо. Ну и что? У нас лежат $5000 на счету, мы купили 0,05 лота. Торгуем по факту без плеча, не задействуем его. Один пункт движения цены у нас при лоте 0,05 стоит примерно 50 центов, $0,50. И вот дневные графики. Допустим, мы идеально вошли на открытие по 1.1916, идеально вышли на закрытие свечи, то 7 пунктов. 107 умножить на 50 центов, $53. Ну, в принципе, нормально, но учитывая, что у нас на счету $5000, а на той же самой идеальной сделке с плечом 1 к 10 мы бы заработали $500. Ну, согласитесь, намного интереснее и приятнее. Большинство трейдеров, и я в том числе, используют кредитное плечо примерно, опять же, все трейдеры разные, системы разные, от 1 к 10 до 1 к 20. Это такая адекватная ручная торговля. Либо торговля какими-то роботами, скальперами, например, не мартышками и сеточниками, потому что мартышки и сеточники — это отдельный тип торговых роботов, которым по типу их стратегии, как это огромное количество мелких позиций, просто необходимо большое кредитное плечо. Их мы сейчас не рассматриваем. А если брать такую классическую ручную торговлю и классическую трендовую торговлю, либо скальперскую торговлю с помощью роботов, то большинство трейдеров, повторюсь, используют плечо от 1 к 10 до 1 к 20. То есть на практике, опять же, если те же самые $5000 счет, как будет выглядеть плечо 1 к 10? Какой это размер лота? Это будет размер лота 0,5 или же 0,1 лота на каждую $1000 депозита. Это, на мой взгляд, адекватный риск и адекватный размер используемого кредитного плеча. Опять же, на счету у вас может в характеристиках быть кредитное плечо 1 к 500, но вас никто не заставляет его применять. В качестве каких-то более глобальных примеров фонд «Медальон»
под предводительством, под руководством Джейса Саймонса один из самых успешных инвестиционных фондов в мире и вообще за всю историю, использует по неофициальным данным, официальных данных нет, кредитное плечо от 1 к 12 до 1 к 20, что в принципе согласуется с моими наблюдениями за адекватными трейдерами, скажем так, не использующими в своей торговле специфического вида роботы, для которых необходимо большое кредитное плечо. Сейчас мы о них не говорим. Также кредитное плечо, используемое, то есть по сути торгуемый лот, может меняться в зависимости от условий на рынке. Если волатильность снижается, то вы можете торговать более высоким лотом, чтобы компенсировать отсутствие каких-то движений, значимых на рынке. И также, если волатильность наоборот повышается и движения становятся чересчур крупными для данного инструмента, вы можете снижать торговый лот и снижать используемое торговое плечо для, соответственно, компенсации волатильности, компенсации рисков. Итак, кредитное плечо на рынке Форекс применяется активно. Почему? Потому что небольшая волатильность у валют по сравнению с акциями, на которых та же самая волатильность может быть в десятки раз выше. Поэтому в трейдинге валютном так и распространено кредитное плечо, чтобы банально что-то заработать. Кредитное плечо – это кухонный нож. Им можно нарезать колбасу, а можно отрезать себе палец. Его не нужно бояться, а просто нужно понимать и уметь применять на практике. Ну а у меня все. С вами был Павел. Надеюсь, данное видео помогло вам лучше понять, что такое кредитное плечо, почему его не стоит бояться и как его применять.